Всем привет, вы на канале Twin Китай. Мы продолжаем проходить Тауматурга. Я нашла журнал «Модный приговор», февраль 1905-го, бальный сезон в самом разгаре, но помимо вечерних платьев и костюмов в этом номере нашлось место и теплой одежде. Этой зимой журнал рекомендует выбрать стеганые ткани и густой мех. Грядущей весной в моде будут новейшие парижские модели, жилеты в клетку и красно-коричневый фуляр. Прекрасно, просто прекрасно. Я нашла для портного идейку, которую... Что за задание? Ага. Опасные друзья. Встретиться с... Так. Ого. А что из этого стоит делать, во-первых? Найти товарища отца. Если верить Конечкину, черный гримуар достался товарищам отца подозрительной группе, именующим себя Союзом. Отыщу их и получу то, что мы право. А давай пойдем вот это задание выполнять, потому что почему нет? Боже мой. Что это такое? Кто-то полицейский? Нет, я не буду с вами говорить, я на это дерьмо больше не поведусь, нет. Я знаю, что они хотят меня сбить. Но оно мне надо, оно мне не надо, правильно. Угу. Окей. Я забыла запустить время. Пу-пу-пу. Это все прекрасно, но... все прекрасно. Но ничего. А где я сейчас вообще? Интересное место. Интересное место. Ага. Прекрасно. Ну, бегу. Изо всех сил бегу. А есть какая-то еще более быстрая перемещалка прям? Что это? Газетная статья «Тогда и сейчас». Знаете, для поэта есть лишь одна дорога — в сердце искать ответ от Бога. Часто мастер Мицкевич говорил в таком духе, наставляя поэтов, шепча... Что тут происходит вообще? Шепча им на ухо. Времена изменились, нынче люди болтают, вдохновение в пиве, да идеи обретают. Отлично. Это стихотворение как нельзя лучше характеризует знаменитого поэта Зенона Пшесмыцкого, которого нынче чуть ли не каждый день можно встретить в ресторане. К счастью, стремление набить брюхо еще не до конца заменило господину Пшесмыцкому тягу к обсуждению искусства. Достаточно лишь начать беседу, чтобы увязнуть в ней на долгие часы. Статья в журнале «Шпильки». Сатирический журнал открыт на памфлете про известного писателя. Авторы отмечают, что Зенон Пшесмыцкий в последнее время зачастил ходить по кофейням и ресторанам, где охотно пускаются протяжные дискуссии. Каждый день после полудня Зенон посещает кофейню на Блебанской 5 и просто обожает дискутировать на тему искусства. Блебанской. Блебанская, господи, сложно. Угу. Что тут у нас? Старое письмо. Ничем не примечательное письмо. Почему его не выбросили? Под аккуратными буквами пульсирует хорошо спрятанное послание от Тауматурга. Ищешь каббалиста за Варшавой, не утруждайся, один из лучших, кто ближе, чем тебе кажется, Исаак Шофер из синагоги Ножиков. Окей. Свидетельство о собственности. Список отцовской недвижимости. Адресов много, но все и в городе, и за его пределами довольно известные. Все, кроме одного. Какого одного? А тут есть что-нибудь? Каббалистический текст. Длинный запутанный текст про то, что лишь сыновьям Авраама дано лепить живые тела из глины, попахивает женоненавистничеством. Опа! Книга за грохотом падает на стол, дрожащие пальцы суматошно листают страницы, отрывая кусочки бумаги. Сознание мечется, глубокий вдох, на него наложили проклятие Авраама. Как его снять? Должен быть способ. Не может не быть. Явная метка Станислав. Опа! Наш клиент. —
Амулет. Цилиндрический медальон скрывает защитные чары на иврите. Слова на амулете источают сожаление. Оставленное внутри послание — это предостережение. Отголоски проклятия голема пахнут темной кабалой и раскаянием. Но я чувствую что-то еще, метку. Она мне знакома, это я нашел ее в руинах, под которыми погиб отец. Знакомая метка — старик. Происхождение голема. Проклятие голема на отца наслал Равин Софер из синагоги Ножиков. Любопытное открытие, особенно учитывая, что они с отцом, как кажется, были приятелями. С другой стороны, стоит ли удивляться, отцу порчи отношений не было равных. Чтобы избавиться от голема, придется наведаться в Мируф. Угу. Коробка. Обычная, ничем не примечательная деревянная коробка. На первый взгляд коробка пуста, но над ней лежит отчетливая мысль, оставленная не случайно. Послание было бережно вложено разумом опытного тауматурга. Оно гласит: нужно встретиться. Подозрительные адресы послания, которое может прочесть только тауматург. Налицо все признаки тайного заговора. Именно об этом говорил Конечкин и Светлана. Нужно во всем разобраться. Ого. Обыскать место встречи. Пошли. А что это? Кабала, не знаю. Вид тауматургии, уходящий корнями в иудаизм. Это сочетание мистицизма, философии и практических тауматургических знаний. Каббалисты ревностно охраняют свои тайны, не спешат делиться знаниями с посторонними. Возможно, поэтому некоторые тауматурги презирают каббалу и считают ее детскими сказками. Впрочем, существует множество мифов и легенд, из-за которых многие верят, что каббалисты способны творить чудеса, не подвластные тауматургам. Раввин Исаак Софер. Софер. Итак, отец был хорошо знаком со старым раввином. Софера терзали сомнения, но у него не было выбора. Ладно. А где музыка? А тут не было музыки всегда? Или, может, я что-то... Музыки нет, ее не было? Это что я не помню. Блин, реально, а была музыка какая-то или нет? Надо, может, в настройках посмотреть. Хорошо. Короче, друг отца, ну, как друг знакомый, и наслал на него это проклятие. Что? Вначале мы встречали чела тоже, который что-то от нас хотел. Что это такое? Репертуар театра. Театр, разнообразие программы на пятницу. Короче, там понятно. Угу. Из Таиланда. Это кто? Мужчина. Ладно. Окурок папироса свернут с большой точностью, даже мастерски. Окурок идеально свернутый папироса, в свою очередь, завернут в корики, как дешевый табак мысли, прожженные досадой о предопределенности завтрашнего дня. Уютный дом, элегантный костюм, вещи, которые не купить на скромное жалование агента охранки, вещи, о которых он может лишь мечтать. Ого. Я не знаю, почему этот чел хочет меня избить тоже. Я как бы и хочу с ним поговорить, но как бы и не особо. Газета. Помятая и захватана жирными пальцами. В складках газеты собрались горькие мысли о том, насколько уместным был комментарий фотографии на столе Конечкина. Вывод: он был ошибкой, расплата за которую опостылевшая слежка за богатым юнцом. Лишь одна вещь способна положить конец страданиям. Сочный донос. Хмурая компания. Похоже, Конечкин приказал своим людям за мной следить. Не знаю, принимать это за комплимент или за оскорбление, но вот господа соглядатые от такого задания явно испытывают лишь омерзение. Они бы с превеликой радостью вернулись к начальнику с пикантными подробностями моей жизни. Возможно, удастся убедить их, что поручение выполнено. Опа! Я повлияю, давай, я буду влиять. Раз уж мы ходим друг за другом по пятам, может быть, познакомимся уже. О чем я? Мне показалось, что я вас чем-то заинтересовал, господа. Не извольте ли объяснить? Ты знаешь, что любопытные ворвали, нас оторвали. О боже, чел, ты такой смешной. Окей. Вы, ребята, такие трудолюбивые. И что, много вам платят?
Может, пора попросить прибавку, а? Неохота в тюрьме копаться за такие-то деньги. Ходим тут за каким-то щеголем, стоим часами у людей под окнами. Одному богу известно, на кое это все надо, побольше бы хоть платили. Погоди, я тут с ним в один стать не собираюсь. Давай с начальником поговорим, да, пока. Пока, удачи, хорошего дня, вечера. До свидания. Ик, что тут у вас? Таумадурги встречаются, да? Я сейчас тоже приду. Понятия не имел про это место. Пол покрыт толстым слоем пыли, до меня здесь давно никого не было. Метка заговорщика, та же четкость, та же преднамеренность. Я встречал эту метку на дне деревянной коробки в отцовском кабинете. Любитель кофе. Похоже, что встреча с отцом искал человека со связями в кругу революционеров. Кто бы мог подумать, что Станислав Шульцкий воплощение смотрительности и конформизма вводит дружбу с радикалами. Пожалуй, стоит навестить этого лекаря. На дне кружки остались слова, сказанные аккуратно и расчетливо. Они поднимали тяжелый вопрос, касавшийся молодых людей радикальных революционных взглядов. Тех, кто наносит увечья и их получает, а после оказывается в приемной его клинике. Ага. Что это? Разбитая тарелка. Была тарелочка и нет, о, хрупкость бытия. Осколки яростно звенят, беседа шла спокойно до поры, но вспыхнули эмоции, манеры испарились от их жара, и все накрыло запахом табака, разочарования и амбиций. То, что когда-то было одним целым, разбилось на части. Место гордого названия тарелка заняла обидная мусор. Навечно. Ага, окей. Какое невероятное описание разбитой тарелки, ей-богу. Загадочный дом. Табак, разочарование и амбиции. Эту метку ни с чем не спутать. Здесь отец встречался со многими загадочными товарищами, и встречи их, похоже, сопровождали горячие споры. Стоит ли этому удивляться? Hello. Метка раввина. Тепло субботних свечей, радость и гордость за общину, частью которой он является. Мне знакома эта метка, она принадлежит раввину Саферу. Одним из загадочных товарищей отца был Исаак Сафер, чей амулет я нашел дома в кабинете. Коробка печенья внутри, хаменташи, что это? Сухие-присухие печенья, ну, понятно, печенье, боги. Печенье начинено муками выбора. С одной стороны, брюки ощутимо туговаты в поясе, с другой, сегодня Пурим, повод для радости. Как радоваться без сладкого? Сладости и радости идут рука об руку, а раввин в праздник радоваться должен не только ради себя, но и ради других, хотя бы потому, что это входит в его обязанности. В натуре как без сладкого радоваться вообще я храбру. Никак. Никак. Есть что-то? Ничего, пусто. Давай пообщаемся, значит. Думаю, на этом пока все. Так что помимо отца были еще двое: любитель сладости и любитель кофе. Я любительница сладости, получается. Конечкин явно имел в виду одного из них. Сладкоишка похож на раввина. Надо поискать его в синагоге. А вот любитель кофе... Так я вас и буду звать. Лекарь. Вы помогаете раввинам и людям, которым в больницу не попасть, бунтарям и революционерам. К счастью, я знаю кое-кого, кто подходит под описание. Может, мы дознаемся, зачем ей нужны были патроны. Та женщина сначала. Господи, думал, мы уже не встретимся, правда? Да брось, я буду осторожен. Пора угоститься пончиками у Ротблица. Так как я любительница сладости, получается, я ищу свою любительницу кофе. Связаться с революционерами. Это базар Ружицкого. Огромный сифон на самом известном Варшавском базаре. Знаменитая городская достопримечательность. Это место не для слабаков. Посетители выходят отсюда с бидонами молока, разными безделушками или селедкой, которая стоит дороже новой пары ботинок. Но если знать местные правила, поход на базар превращается в настоящее приключение. Продавцы болтают друг с другом, заворачивая проданные товары в старые газеты, с завистью глядя на соседей, которые под конец дня явно заработали побольше. Подобные мысли кружат над базаром, словно стая черных воронов. Зависть отравляет сон. Придешь сюда в приличной одежде, жди, что в тебя плюнут. Ненависть расползается быстрее холеры, так что в этих джунглях нужно смотреть под ноги.
Революционеры, польские социалисты. Разношерстная компания, состоящая из множества фракций и партий. Некоторые из них полностью посвятили себя борьбе за права рабочих. Они требуют суверенитета для Польши и независимости от Российской империи. Нужно сказать, они готовы на многое. Убийство, похищение, теракты – такая же неотъемлемая часть их репертуара, как раздача листовок и акции протеста. Они намерены достичь своих целей любой ценой. Оказывается, социалисты не просто вербуют студентов и молодых идеалистов. Среди них есть тауматург, который по совместительству еще и лекарь. Уверен, из него выйдет неплохой союзник. Я бы сказала кое-что, но не буду. Только скажу то, что некоторых элементарных человеческих прав касаемо вообще многих вещей, я имею в виду, Базаружского я тут не была. В общем, можно ехать, да. С легкостью просто так обычно зачастую не добиться. И мирными всякими митингами и прочим тоже. Типа мы можем видеть это на примере суфражисток, да, на примере вообще, многих вещей, что иногда некоторые понимают только грубую, к сожалению, силу. Не мы так хотим, а вот такие люди. Письмо. Любезная моя Ядвися, ты спрашивала, как живется мне у моих тетушек с дядюшкой, и должна сказать, что нахождение... Тетушки. Боже, почему тетушек? Что нахождение мое здесь проходит весьма комфортно, что, конечно, означает перемен к лучшему. В последнее время, однако, стала я замечать необычное поведение за дядушкой. Ты про него, верно, слышала? Зовут его Адам Балуцкий. Так вот, у него рядом со спальней есть комната, в которую запрещено заходить всем, кроме него самого. Я часто вижу, как он носит туда разные посылки. Когда спросила об этом тетушку, то сказал, что он держит в этой комнате коллекцию насекомых, о которых очень сильно печется, и я ей не поверила. Кому придет в голову собирать насекомых и столь ревностно их охранять? Обязательно приезжай, чтобы мы вместе могли рассказать эту тайну. Верная твоя подруга Анна. В маленьком конверте спрятан листок бумаги, исписанный элегантным почерком. Балуцкий, эксцентричный продавец книг, часто носит в свой кабинет большие посылки, содержание которых раскрывать отказывается. А покажите мне карту. Интересное место. Интересное место. Заперто, понятненько. Раз заперто, хорошо. Плохо, конечно, но хорошо. О, я закажу пиво. Вокруг струится вкуснейшее золотистое пиво, словно к краном прикоснулся царь Мидас. Коська! Ого. Кошечка. Букет. Свежий букет, скорее всего, из местной цветочной лавки. Красивый. Букет пахнет горечью и пеплом. Нежные лепестки поблекли, отравлены необходимостью решительных действий. Возмездие, мести, необходимостью отобрать то, что когда-то отобрали у тебя. Чувства, исходящие от букета, обжигают, удушают, опьяняют, пугают. Сливаются в метку Ванды. Ванда? То есть вспомните, это та женщина, которая... Рабочие листовки. Вместе в стачку, вместе в битву. Граждане рабочие. Коллектив трудящихся не должен мириться с жестокостью царизма и прихотям капитализма. Близится час, когда диктаторы ответят перед народными массами. Мы призываем вас к забастовке. Сломим сопротивление врага всеобщей солидарности. Если мы выступим единым фронтом, угнетатель не сможет отсечь каждую голову гидры революции. Долой эксплуатацию, да здравствует дело трудящихся. Варшавский рабочий комитет Польской социалистической партии ППС. Кратко и по делу, не обязательно даже дочитывать. Такой прессы нам и не хватало. Листовка пылает огнем правового дела, огнем, в котором должны сгореть захватчики, хозяева и угнетатели, все те, кто притесняет польский рабочий класс. Газета «Работник». Пролетарии всех стран, соединяйтесь. Марш вперед, рабочий народ, понятно. На улицах Москвы рабочие дают бой самодержавию. Земля из вечной столицы царей пропитана кровью русского пролетариата, убиваемого из горячиц и пушек. Но народ не сдается. Вихрь враждебные веют над нами, темные силы нас злобно гнетут. Все громче раздается над стенами Кремля возглас. Долой самодержавие, вся власть учредительному собранию. Господи. Меня аж передернуло. Девиз популярен скорее в социалистических, нежели в светских кругах. Оно и неудивительно. Да, цікавенько. У Берка Ротблица. На первый взгляд не скажешь, что это заведение своеобразное, что квартира революционно настроенного контингента. Но куда важнее то, что Ванда тоже здесь. Букет свежий, принесла его, несомненно, на такой метку ни с чем не спутать. Ты где? Ты где? Опача, что это тут у нас? Давай поговорим. Обязательно идти сюда, чтобы с ним поговорить? Ты же рядом подошел. Кошка. Сюлька.
Is that cat and staff too? Кот тоже в штате? You bet. А He то stirs the пиво beer хвостом with his tail. размешивает. What can I get you? Чем могу служить? Купить пончик. What's his Как его зовут? Панкраци. Панкрат. Нашел его в куче мусора, с тех пор тут живет. О, Панка, покажите котика. Well fed, well Сытый, groomed. ухоженный, самый The счастливый кот в happiest округе. cat in the neighborhood. Моделька, конечно, допотоп, ну ладно. Думайте. Спасибо, я вот печенка кормлю. Ему вроде нравится, постоянно добавки просит. Yes, one day, Да, один please. пончик, пожалуйста. Даже Даже будь у меня пончики, я бы не советовал их покупать. Но мне велели заказать у вас пончик. Here. Привет. It's all right, Yannick. Порядок, Яник. Я его знаю. Trouble follows you Я смотрю, wherever you беды go. следуют за вами по пятам. Well, that Не makes two только of за us. мной. Can we speak in Может, private? поговорим с глазу на глаз? If I must. Ага, никак по-другому, типа. Не, мне все-таки нравится эта прическа на нем. Мне нравится, да. Опача. Ты чё? Головой думай. Михал, не с места. I've got déjà vu. У меня дежавю. Forgive our caution. Простите за нашу меру предосторожности. В тюрьме с вами было интересно, но я все еще вам не I still доверяю. don't trust you. Понятно. Из тюрьмы обычно быстро выходят те, у кого есть влиятельные знакомые. Что скажете, господин Шульский? Meet Mihal. Знакомьтесь, это Михал. Расскажите-ка, что вам нужно на самом деле? Недостаточно гордыни, слышишь, прикол или что? We parted in Мы fairly расстались при unfavorable неблагоприятных circumstances. обстоятельствах. Forgive me, Victor. Простите, Виктор, но у but меня I have совершенно no нет желания desire to делиться с reveal вами all my своими secrets to тайнами. you. Can we get to the point? Ближе к делу. I need help. Мне нужна помощь. And I'll help you И because я I'm a должна nice вам помочь, потому что я neighborhood вся из girl, себя дружелюбная соседка, да? Exactly. Именно так. I Чувствую, could что у вас sense you had a золотое heart of сердце. gold. right? Speak. Говорите. I'm giving you a chance. You can leave us. Можете нас оставить. Come, Victor. Пойдемте, Виктор. Куда? Поговорить? Tell me what brings you here. Скажите, что вас сюда привело? Что? Зачем спрашивать, что она делает вечером? So these are Так the что, это те самые famous сладости, подпольная борьба, вы состоите в underground ППС? combat. Are you from the PPS? The friendly Дружелюбная neighborhood соседка girl сбила threw вас с you толку, off. I admit. it's a Признаю, very прикрытие effective довольно combat. эффективное. Isn't it? Вот и я о том же. What brings you to Что this привело sweet вас в это place? милое местечко? You stole the Dutch Вы украли public груз shipment. голландской помады. Я I читал read об этом about в it on the поезде по train пути from из Вены. Vienna. We're famous. Мы, оказывается, Yes, прославились. that's Да, true. это так. But I won't Но tell где you она where сейчас it и is, зачем она нам нужна, nor я вам what не it will be расскажу. used for. Даже понятие... Да, я даже знать не хочу, ты знаешь? How exactly Как are именно you вы going to планируете serve идти к the своей великой cause? цели? The PPS has У ППС extensive разветвленная structures. структура. Most Большинство ее members членов engage in ходят на демонстрации, demonstrations or митинги или meetings, посещают подпольные underground лекции. lectures. I know a certain Знаю woman я who одну is даму, keenly которую они очень interested in them. интересуют. Сестричка твоя. Bring her sometime. Возьмите ее с собой как-нибудь. Maybe someday. Может быть. We're part of the Мы входим в PPS боевую combat организацию PPS, наши organization. методы более We use радикальные. more radical methods. Do you shoot А, as вы стрелять well, умеете or или just только carry патроны ammo? носить? Слышь, ты чё? Ты Wanna умничаешь? find out? Вам показать? Чё ты умничаешь? Я тебя не разрешала, алло. Is Belgorod Ну, ваши Blitz's единомышленники cafe собираются в кафе frequented only Берка by Ротблица? your sympathizers? No. Нет, это the имя name is знакомо known лишь узкому only by кругу a избранных. select few. Why did the Почему PPS PPS выбрала choose именно this это место? particular place? It's just Это лишь one одна из of наших many точек where we сбора. get together. The beer is Пиво здесь drinkable неплохое, и here, ребята and the приятные. boys are nice. Actually, something else brings me here. Я давай спрошу, потому что, ну, окей. What are you up to Какие this планы на evening? вечер? Is that an offer? А что, есть Or are предложение? you just Или вы nosy? из любопытства спрашиваете? Давай спросим, что предпочла бы она. That depends on Зависит your от ваших preference. предпочтений, я I'll подстроюсь. adapt. Tonight, Сегодня I'm вечером я свергаю overthrowing патриархат. Вы со patriarchy. мной? О май Will you join me? гад! Я с тобой! О боже! О боже, этот цвет! Она крашиня. Шо? Ха-ха!
with pleasure. С удовольствием. Just Только us and the мои sounds стоны of a умирающей carving тирании. turn Идеальное would be the свидание. perfect date. It's hard for me to deny that, Тут but даже не поспоришь, что у меня seriously, I действительно have уже есть plans. планы, и в And подробности that's all одеваться не I'm willing to собираюсь. say on the О topic. май Is гад! there anything else you У вас wanted еще to остались ask? вопросы? I'm looking for a Я ищу одного particular человека, man. он He's a лекарь и doctor тауматург. and a Помогает людям, thaumaturge. скажем так, с He радикальными treats people взглядами. with rather radical views. Who do you mean? Это вы о нас? Us? Cat got your И что, tongue? язык проглотили? I'm afraid that I'll Боюсь say сказать something что-то, and I'll regret о чем later. впоследствии пожалею. You're a fast learner. Быстро учитесь, однако. How about this? Давайте так, я больше ничего I не won't ask стану for просить, anything просто else, передайте but ему от меня please, кое-что. pass something on to him from me. Чел. Что это? Магия Are you вне Хогвартса. praying А вы to что, an onion? молитесь луковице? What should Да. I pass on to this Что doctor? передать этому лекарю? Ух ты. Слово больше всего зря. Давай слово 4. Я просто я не совсем понимаю вот эти вот, типа, деяния 3 сердца, 1 разум, 3 слова 4. Что это значит? Сколько нужно слова, чтобы вот это вот сделать, я правильно понимаю? Сколько их у меня, мне надо проверить. Ну, у меня, типа, хватает, очевидно, раз у меня есть эти варианты, но мне просто интересно, сколько у меня. Давай поговорим. Предложим поговорить. Not bad. Не Not bad at дурно. all. Что не дурно? Adulthood is like an Взрослая onion. жизнь, она The как more you try луковица. to Чем больше separate it пытаешься out разделить into ее на its составные basic части, тем parts, больше the worse вони it и слез. stings and makes you want to Ты что на меня cry. смотришь? Ты меня пугаешь. Done. Он на меня посмотрел, вы видели? What На can you нас. make out of that? А что он из Cough этого syrup? сделает? Сироп от кашля? Just pass it Просто on to передайте, him. вот и все, он He'll поймет. know. You're peculiar. Странный вы человек. Anything Что-нибудь else? еще? I'll be off now. If I get an answer from И если лекарь the мне doctor, ответит, я дам знать. I'll let Будьте you know. начеку. Look after yourself. Блин, май гад. Она хороша. Листовка. Женщины мира, соединяйтесь. Женщины всех социальных классов, сражайтесь за будущее вашего пола, сражайтесь за право получить образование, сражайтесь за право работать, сражайтесь за равенство. Мы этого заслуживаем. О, блин. Ву. А можно еще поговорить, да? Хоть что-то Have you сказать? missed me already? Скучились, что ли? I will Луковицу deliver передам, your не onion, волнуйтесь. Don't worry. Да не, все I'll нормально. be off now. Я так походить решила тут. Блин, хорош. Хорошо. Биография Скалона. Георгий Антонович Скалон родился 24 октября 1847 года в Санкт-Петербурге. Жемчужина Российской империи с ранних лет расположила его сердце к красотам русской культуры, а воспитание в добропорядочной, патриотически настроенной семье создало условия для всестороннего развития личности. Таким образом, сыну Антона Антоновича и Юлии Егоровны с самых первых дней было уготовано величие. Единственный ребенок в семье при этом был наделен недюжинным интеллектом и чистым ласковым сердцем, благодаря чему быстро завоевал уважение окружающих. Несколько страниц не хватает. Прочитай, пожалуйста. Обугленное письмо. Ты права, я не могу говорить о чувствах так свободно, как ты. Однако я понимаю, что у меня есть причина держать сердце на замке. Наши товарищи на нас рассчитывают, Ванда, десятки чистых сердец, готовых биться в унисон под гимн свободной, независимой Польши, и каждый день рискующих всем ради воплощения этой мечты. Мы не можем подвести их своей слабостью, но если передо мной встанет выбор твоя жизнь или свобода нашей страны, жизни наших товарищей и моя собственная душа, я выберу тебя. Это моя слабость, о которой знаешь только ты и я. Прошу, сожги это письмо, похорони меня в своем сердце, забудь о том, что могло бы быть. Отпусти, любовь моя, умоляю тебя, единственный раз в жизни отпусти. М. О, что-то грустное. Записки. Буйвидова справедливо утверждает, что женщина сегодня не ощущает себя женщиной, не чувствует себя независимой личностью, не живет для себя. Она ребро Адама, и она слуга, рабыня мужчины, его продолжение, поддержка, утешение, отдушное украшение. Скажите, в чем она не права? Разве хоть одно наше достижение было оценено по достоинству? Женщина может обладать мудростью совы и притворством лисицы, но обращаться с ней будут как с глупой овечкой. И все же времена меняются. Меняются, потому что, вопреки представлению мужчин, я не овечка, я львица. И я вышла на охоту. Ядвига. Ува!
Нет, ну вот это мне нравится, это мне нравится. Самое грустное, знаете что? Что с тех пор изменилось-то не так уж и много, блядь. Вот что самое грустное. А можно, пожалуйста, я почитаю? Михаил. У Берка мне встретилась не только Ванда, но и ее единомышленники. Одного из них зовут Михаил, как и положено революционеру. Михаил, я почему читаю Михаил? Ну так легче. Как и положено революционеру, он поприветствовал меня пистолетом. Интересно, как бы все сложилось, если бы Ванды там не было. А еще, мне кажется, между ними что-то есть. Яник. Я познакомился с Яником у Берка Ротблица. Этот парнишка заботится о бездомных животных и совсем не умеет врать. Как он вообще связался с революционерами? Здесь не место таким, как он. У Берка Ротблица. Дешевое пиво, липкие столики, заносчивые хозяева. Вся суть забегаловки у Берка Ротблица. Стоит сюда взглянуть, и сразу видно, что гости приходят сюда отнюдь не веселиться. Здесь тайком собираются варшавские социалисты, чьи взгляды и действия также бескомпромиссны, как местная водка. Хорош. Что у меня по задачам? Найти товарищей отца. Оно это типа, оно сейчас, оно пока происходит. Пошли. Встретимся с Распутиным. Почему нет? Я хотела посмотреть свои 5, 5, 4, 3. А ну-ка, дайте мне, наверное, знаете что? Нервно. Если у вас меньше стечков концентрации, удваивается на 7 урона или вдвое эффективно. Я разовью, чтобы у меня везде было по 5. А maybe даже по 6. Может быть... не хватит на 6. Ну, пока так. Разговоры их, конечно, ну, я в смысле имею в виду NPC-шки на улицах. Это нечто. Какая у тебя смазливая мордашка, говорит. Письмо. Любезный господин Юлий, на последнем балу вы нанесли мне ужасное оскорбление, и я, двигая это, не только уродилась в малопочтенной семье, так еще и лицом не вышла. Я до сих пор не возьму в толк, почему вы танцевали с ней все быстрые танцы, пока я стояла в стороне, тратила время на пустые беседы с нудными тетками. Вы желаете снова меня видеть? Я согласна, но при одном условии. В знак нашей преданности и в доказательство добрых намерений я приму от вас презент. На улице Бруковской у господина Мигушевского вы сможете купить подарок, который поднимет мне настроение. Попрошу вас без подарка меня не беспокоить. Мариана. Короткое послание на голубой почтовой бумаге. Господин Мигушевский с улицы Бруковой торгует чем-то, о чем мечтает авторка письма. Beautiful. Beautiful. Да, давай на кладбище. Да, давай на кладбище. Ну, типа. Опа. Что это такое? Записка для посыльного. Сигареты из маленького ящика отдать господам в квартире на улице Повонсковской. Господи, 4-8 часов вечера. О боже. И у меня от вот названия язык немножко заплетается. Сигары из серебряного ящика отдать лично в руки господину Вячеву. Особый заказ. Инструкция дворецкого для мальчика посыльного. На встречах у полковника Вячева, проходящих в 8 часу вечера, присутствующие могут насладиться дорогими сигарами. На секундочку, цирюльник. Я тут была, да, Даш? Да, я тут была. Это самый первый вроде. Ой, я не туда бегу. Ой, ну мне понравилось. О, это что? А это что? Разорванное письмо. Валерий едва ли не каждого второго дня посещает некое собрание в квартире на Повонсковской 4. Что он там делает и почему так поздно возвращается домой? Когда мог бы посвятить время семье? Меня он держит в полном неведении и на вопрос не отвечает. Замысел, твоя дорогая подруга, был хорош. Вот только моего двоюродного брата они не пустили, чем вызвали еще больше подозрений. Посему я и дальше ни сном, ни духом не знаю, чем так заняты думы моего супруга. Отрывок письма знакомой даме. Раз, 2-3 дня в доходном доме на вот этой вот улице проходят встречи джентльменов, попасть на которые может не каждый. Гребать. Что тут происходит? Добрый вечер. Я-то надеялась, будет на что посмотреть. Столько шума из ничего. Вы кто? В прошлый раз меня встречала другая прислуга. Ну надо же, что мы вам не приглянулись?
That remains Пока не to be знаю, мы seen. с вами все-таки еще не We haven't знакомы. known one another long enough. Мне всего лишь нужно понять, с кем я имею дело. А ты кто? This is Maria. Это Мария. And this is Magdalena. А это Магдалина. We've all been Мы вас waiting ждали. for you. Maria. Мария и Магдалина, значит, любопытно. Вы работаете на Надожинских? Do you work for the Nadazhinskis? Grigori invited Нас us сюда here. Григорий He's пригласил. waiting for Он you. вас ждет. Look at you Вы two. прям не разлева, да? Joined at Вы the хоть hip. иногда расстаетесь? Are you ever apart? Это вообще-то не наше дело, но я спрошу. Rarely. Редко We мы дополняем complete друг one друга по другу, another, причем не not только в just in беседах. conversation. Stop it. Мне кажется, I'm sure he's not он не here с нами to talk to разговаривать us. пришел. Then what do you Тогда want? чего ему нужно? I've come Я to пришел see к Распутину. Rasputin. We know. Знаем. Так, что? Что происходит? Кто они, чего они там стояли, это уже вопрос такой. It looks familiar, and yet different. О чем это он сейчас сказал? Опа-ча! Разнообразие есть основа страсти, ибо в разнообразии лежит ключ к взаимному влечению. Сложно, скажем, для примера представить постижение искусства стрельбы из лука, либо же фехтования без освоения разнообразных техник. А искусство усложнения плоти и того сложнее. Ни одна женщина, даже будучи в гневе или в большом смятении, не отвергнет того, кто падет ей в ноги. Лобзайте партнеру такие места: лоб, щеки, волосы, глаза, груди, как женские, так и мужские губы, снаружи и изнутри, чресла, запястья и женские гениталии. С разжиганием страсти тело покроется следами ногтей, как во время борьбы. Не заставить себя ждать игривое покусывание. Это все прекрасно, YouTube это... Надеюсь, ты в порядке. Надеюсь, ты в порядке с этим. Надеюсь, YouTube выдержит. Рецепт коктейля «Кровавая Мэри». Well. Ой, господи. Да. Вот так. Шо? Что ж, дождались? Вот и он, наконец-то. Прошу присесть, Виктор. Что здесь происходит? What sort of Саманты little shindig какой-то? is this? Это моя благодарность. Сказать, что у вас пропал дар речи, просто идеально, конечно. You've gone to Вы great изрядно lengths. постарались, это все Is ради this for меня. me? Я ценю друзей, не забывайте об этом. Присаживайся, скоро увидишь, что я подготовил. Лина, ну вот, я чихнула, теперь из носа течет. Да я просто... Я сяду. Поддерживайте слабых, будьте благотерпивы ко всем. Время пришло. С нами мой верный друг Виктор Шульский. Все мы здесь благодаря ему, и ему же мы обязаны своим светлым будущим. Мой разум давно затуманен кровавыми видениями, в клубах алого дыма скрывается будущее. Что ты стелишь, я не пойму. Я вижу великую звезду, что падет на окровавленную землю, срывая купол со священных храмов. В том числе и из православного собора Святой Марии Магдалины здесь, в Праге. Недостаточно гордыни, это ты шо? Ну ладно, пофиг. Иверские ворота под землей, Казанский собор под водой, собор Парижской Богоматери в огне. Капец. Нашу родину терзает хворь, которая в скором времени проглотит ее целиком. Я вижу крошечную искру надежды, и она все еще мерцает, но вот-вот погаснет. No. Нет. Наследник престола, юный Алексей Романов, болен. Что с ним не так? Из него улетучивается жизнь. Сам дьявол рвет его на куски изнутри и требует крови. Poor child. Бедняга. Но не будем печалиться, новость это на самом деле радостная. Потому что теперь мы знаем, где находится корень зла, и я смогу ему помочь. Я исцелю наследника так же, как исцелил Виктора, когда надежда его оставила. Не правда ли, друг мой? Ты меня пугаешь, правда?
Я не знаю, это странно. It's true. Так и есть. И я до сих пор помню твой взгляд, пустой, умоляющий, позже благодарный. If that's how you Вот saw каким it. я вам, значит, показался. Я помог тебе, но и ты помог нам всем. Спасибо тебе, друг мой. Так что, ему доверять или нет? Я просто не понимаю, правда. You can count on me. Вы можете на меня рассчитывать. Admirable Ваша верность loyalty. впечатляет. Impressive. Ты дал нам шанс, Господь не даст соврать. И я его не упущу. Исцелить Господи, цесаревича значит исцелить нечто большее, исцелить будущее. Будущее, в котором всех ждут уважения и равенства, независимо от происхождения. Никаких телесных и душевных недугов, только здоровье и наслаждение. Будущее, в котором мы сможем делать что угодно, но не будем никому обязаны. Будущее с безграничной свободой. За здоровье тауmaturгов. Что тут происходит? I'm so sorry. Извините, вы просто набухались или что? Чел, Я не такое хотел бы увидеть с просонья. Ты не хотел, чтобы Лигия увидела тебя в таком состоянии. В таком случае, это было одно из лучших решений за всю мою жизнь. Учитывая события минувшей ночи, возможно, это было единственное правильное решение. Пора вставать. Собирайся с силами, позже поговорим. Сон — пустая трата времени. Что тут, блин, вообще происходит? Я грыбу. Я одна ничего не могу сейчас врубиться. Императрица Александра Федоровна. Грустная женщина, которую недолюбливают все ее подданные. Забота о сыне побуждает ее верить во все, что сулит хоть какую-то надежду на выздоровление, даже в чудеса. Мария. Мария занимается любовью за деньги. Она уверена в себе и не ходит вокруг да около. Сразу видно, что в дуэте с Магдалиной она главная. Мария производит впечатление женщины, которая знает свое дело и никогда не сомневается. Магдалина. В глазах Магдалины по-прежнему видна искорка невинности. Похоже, Мария взяла ее под свое крыло и познакомилась с древнейшей профессией. Ах, передернула. Блять. Видимо, она пытается служить одобрению Распутина. Меня просто нахрен вымораживает вот это словосочетание «древнейшая профессия». Это что? Excuse me? Серьезно? На полу у Софы разбросаны подушки. Кто-то был занят. Девица, заливаясь смехом, пыталась убедить его не говорить похабностей, но он не слушал, а только смешил ее все больше и больше и больше, пока обоих не накрыла долгожданная волна удовольствия. Окей, кетч. Соль на пороге. Соль должна защитить от злых сил. Дрожащая рука рассыпает соль в надежде отводить дьявольский дух. Соль — это хорошо, она должна прогнать всякое зло даже в таком обличии. Так только от дьявола может пахнуть, но соль действенная, может, и от него. Я что-то уже мне как-то страшно, правда. Фартук. Испачканный фартук служанки. Она искренне любила свою работу, а надаженские всегда были к ней добры, но больше так продолжаться не могло. Ярость, просочившаяся в каждую нить фартука, тихонько плачет по хорошему беззаботному времени. Времени, когда не было его. Метла. Деревянная метла для ежедневной уборки. Каждый взмах метлы поднимал к кустам слова презрения. Что за дрянная компания? Зачем господин с госпожой стали с ними якшиться? Приглашать таких людей в дом неправильно. Еще и Шильский этот из такой порядочной семьи, а сам он ничем не лучше. Все указывает на то, что верная служанка Надождинских уволилась, не вынеся присутствия Распутина или гостей, которых он привел под некогда порядочную крышу. Она видела в монахе воплощение дьявола, старалась отводить нечистую силу, но стала быть безуспешно. Так. Если честно, то мне немножко стрёмно, потому что мне... Я не полностью понимаю, все-таки стоит ли на самом деле доверять ему или нет. Распутину. Медаль. Царская медаль. Любопытно, что она валяется здесь, а не гордо украшает мундир. Сорванная с мундира медаль — присяга на верность Распутину. Рука на секунду дрогнула, но не остановилась. Преданность Распутину взяла верх. Саквояж. Выглядит дешево, и содержимое его наверняка тоже не слишком ценное. Скромные пожитки окружены аурой надежды. Надежда на то, что судьба, оказавшаяся предрешенной, переменится. Он сказал, что обо всем позаботится и что она ему важна. Взамен она отдала лишь одно — свое сердце. О май гад.
Не страшно, мне просто страшно. Пустые бутылки дорогого алкоголя. Открыли, выпили. И так пока не осталось ничего, но сей факт отнюдь не ознаменовал конец вечеринки. Приглашение на молебен. Дорогая графиня, надеюсь, мое письмо застанет вас в добром здравии. Целью же его ставлю себе пригласить вас на особенный в своем роде молебен, что состоится в нашем скромном жилище на улице Повонсковской. Проведет молебен наш гость, выдающихся талантов человек, способный посредством молитвы прикоснуться к самому ядру людской души. Позволю себе предположить, что столь одухотворенной особе будет любопытен сей новаторский взгляд на религию. С наилучшими пожеланиями, Анеля Надажинская. Прекрасно. Трубка. Деревянная трубка со следами частого использования. Должно быть, принадлежит Люциану. Курение трубки сопровождалось навязчивыми мыслями, среди которых явственно доминировала одна. Так нельзя. Порочные деяния квартирантов были для курящего неприемлемы. Это неправильно, так не должно быть. Так. Бокал вина, пустой, со следами помады. В отпечатке женских губ застыло странное влечение. Нечто новое, рожденное совсем недавно, нежданное. Сердце спросило оковы нравственности, подарило телу доселе неопознанное наслаждение. Эти чувства заслуга Распутина, надо же. Интересно. Пепельница. Внутри целая гора окурков. Одну за другой. Пепельница дает понять, что ритуальная папироса — это способ хотя бы на минуту отвлечься от всех проблем. Но отвлечься не получилось. И вот взвивается новая струйка дыма. Целитель обещал результат. Быть может, у него и правда получится, и жизнь пойдет на лад. Мария. Пестрое сектантское братье. Распутин собрал вокруг себя разношерстную группу последователей, на первый взгляд не имеющих между собой ничего общего. Эти люди разных сословий, отличных друг от друга взглядов, и все же объединенных верой в монаха или, быть может, в его обещания. Неужто я наблюдаю за рождением секты? Кажется, из их всех только у Люциана отличное мнение. Меня это все пугает. Вот ты где, наконец-то. Мои решения закрыли этот путь. Почему? Окей. А что произошло? Память что-то подводит. Ибо спящие спят ночью, и упивающиеся упиваются ночью. Чел, ты меня пугаешь. Поверить не могу. Помните, что бы ни случилось, все останется между нами. Что там было? Алло, а что там было? А что было у вас? Что останется? Объясните. Алло. Здесь все так поменялось, да и сами Надажинские тоже будто другие. Все перемены происходят по их желанию, с их благословения. Не все так же благосклонны к вам, как хозяева. Служанка уволилась, например. Что ж, у Иисуса тоже были противники. Чел, ты не Иисус. Закончилось это плачевно, а у вас высокие цели, я погляжу. Высочайшие. Есть еще что рассказать? Люди в вас верят. Вчера я как будто попал в какую-то секту. Люди превыше всего, Виктор. А мы практически семья, даже лучше, ведь нас объединила не кровь, а осознанный выбор. Мы предвестники скорых перемен, и я лишь иду впереди, освещая дорогу. Если хочешь еще чем-то поделиться, говори. Я рыбу, понятно, вот чем я хочу поделиться. Все эти люди, интересную компанию вы собрали. У всех нас разное прошлое, мы по-своему карабкаемся по лестнице под названием жизни. Мне кажется, это прекрасно. Что ты о них разузнал? Анеля остается для меня загадкой, Люциан не рад тому, как она изменилась. Анеля окончательно отказалась от похоти ради меня, ей больше нравится молиться без конца. Я уважаю это решение, однако мне и с другими нужно время проводить. Думаешь, Люциан ревнует, что она столько времени проводит со мной? Возможно. Не волнуйся об этом, есть еще вопросы. Вопросы? У меня вообще 0 вопросов. Ну, как 0? И ты меня пугаешь. Магдалина до сих пор не избавилась от детской наивности. Думаю, она по-настоящему в вас влюблена. И тебя это удивляет? Любовь зачастую начинается именно так. Она хорошая девушка. Не будем ее ни в чем обвинять.
Я вроде никого не обвиняла. Что? Maria is calculated. Мария расчетлива, она She близка stays к вам, потому close что видит в вас because of you. надежду на She лучшую sees a жизнь. chance for a better life. Ну и что в этом такого? Подход достойный уважения, я же не требую, чтобы вы почитали меня как святого. А вот верность, ее можно завоевать самыми различными способами. How did you manage Как вам to удалось convince убедить the царского Tsar's офицера officer явиться to к come вам? to you? Он пришел по собственному желанию, как и все остальные. У Лазарева огромный потенциал, он исключительно прилежный, чувствует, что стране больно и хочет это исправить. Так, что ты еще хочешь знать? Я ничего не хочу. Enough about these people. This whole farce, Весь этот the фарс, thank все эти yous. благодарности ради чего? What's it all for? Что вам от меня нужно? What intentions do you have towards me? Что мне нужно? Мне нужно, чтобы мы стали друзьями, помогали друг другу и дополняли друг друга. У меня есть навыки, которых нет у тебя, и наоборот. Ничего себе, слышишь ты? Я ничего от тебя не скрываю, Виктор. Ты уверен? I'll leave you Я alone. вас оставлю. I've got У меня business кое-какие to get дела. back to. Go in health, friend. Не знаю, я не знаю. Ну как-то он меня, что-то... Ну не знаю. Ладно, окей. Anyway, давайте на этом тогда закончим. Пишите, как вам серия. В целом мне понравилось почти все. Она насыщенная, классная. И тут вообще были крутые моменты. Но вот у меня есть вопросы все-таки к Распутину, и я не уверена, как к нему относиться до сих пор. Вот. Спасибо вам, девчата, за просмотры. Не забудьте подписаться на канал, на Инстаграм, на Твич, а также ставьте лайки, оставляйте комментарии, кликайте на колокольчик. Всем отличного настроения и до встречи в следующих видео.